Всем привет, друзья! Так, у нас закрылась еще одна неделька, и давайте посмотрим еще одну версию, которую здесь можно предположить. Интересную закономерность согласно отношениям по Фибе, по Фибоначчи. Значит, те из вас, кто любит волновую теорию, для вас это будет в особенности интересно, а те, кто не интересуется волновой теорией, тоже, думаю, будет интересно посмотреть на интересные закономерности. Значит, вдруг вот эта вся структура сама по себе является клином, восходящей диагональю, да? Ну, вот такой, что ли. Можно ли вообще такой счет волн здесь представить? На самом деле можно, да? То есть если диагональ конечная в качестве пятой волны, ну, предположим, да, что это у нас пятая волна, здесь где-то заканчивается уже, и по сути вот она здесь тогда началась, да, четвертая. Здесь тогда это у нас была первая волна, это была вторая, а тут у нас по сути третья. Вот она и закончилась вот здесь, точнее, да? Если так вот увеличить, посмотреть. Может ли такое быть? Да, нестандартная форма, да, некрасиво, да, обычно принято смотреть что-то покрасивее, чтобы было. Но при волновом принципе поиск идет такой. Ну, а почему бы и нет, да? То есть, если у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, вот пятиволновая структура одна есть, даже могу ее выделить. Вот она. Чем тебе не пятиволновка? Вот, пожалуйста, расширенная плоская коррекция. АБЦ. Все совпадает? Да, все совпадает. Вот здесь еще одна пятерочка. С треугольником даже видно. Вот у нас тут треугольник образовался, да? Тоже растянутая первая, вторая, третья, А, Б, С, Д, Е, треугольник, 4 и пятая волна. Третья не самая маленькая, четвертая не заходит на территорию волны 1. Вот тебе, пожалуйста, первая, вторая, третья волна, четвертая волна и вот, пожалуйста, пятая. То есть подходит? Да, подходит, ребята, да, то есть все это подходит под волновой принцип. Окей, да, может это такой счет быть волн? Да, может. То есть четвертая волна не заходит на территорию волны 1, потому что эта вершина является не частью первой волны, это по сути вторая волна, да, и это ее волна B, поэтому правила здесь не нарушаются. И если так, ну, на это все посмотреть с этой точки зрения, давайте посмотрим, во-первых, на отношения здесь, да, то есть у нас получается тогда третья волна закончилась примерно здесь, и отложим от начала четвертой. И вот тогда у нас получается, что 1,618 практически мы дошли первой волной нашего клина, а вот уже даже перевыполнили. То есть, ну, растяжение вообще должно было закончиться на 1,618. Ну, дальше уже нет стандартных отношений. Самое ближайшее стандартное отношение — это 2,618 и 3,618. То есть, получается, следующие цели, согласно этого отношения, 2,618. Но принято считать, то есть надо держать это в уме, этот уровень 154 тысячи долларов. То есть есть реально много чего указывает на тот диапазон. Там от 130 до 160 мы с вами уже много раз обсуждали те цели. Ну, вопрос заключается в том, если такой сценарий воспринимать, можем ли мы опираться на него в полную силу. Для этого нужно еще посмотреть отношения внутренних компонентов, если относиться именно к этой всей структуре как к клину. Да? То есть первая волна, вторая, третья волна, четвертая и пятая. Здесь единственное, что четвертая волна не заходит на территорию волны 1, но в клиньях это тоже допустимо. То есть это может быть. Значит, в данной ситуации я почему... Мне такое в голову пришло такая идея с этим клином, потому что, ну, вот здесь вот у нас есть отношение 1 к 1. Да, то есть вот этот вот участок, он практически 1 в 1 равен этому участку. Такого в импульсах почти не бывает. Ну, то есть встречается, но очень редко. Обычно там отношение первых 3 волн к последней пятой, там 0,618, 0,382, либо при растяжениях 1,618 и больше, там 2,618, ну и редко там, когда вот максимум это 3,618. То, что больше, очень редко встречается, практически никогда.
А вот один к одному тоже очень редкая картина. И именно в конечных диагоналях часто встречаются внутренние компоненты трехволновыми структурами. Да, то есть каждая из подволн не пятиволновыми является, а трехволновыми. Можно ли здесь посчитать, что это были трехволновые структуры? Да, вполне себе. Вы можете сами там заняться. Здесь вот, допустим, внутренний компонент третьей волны. Раз, два, три, четыре, пять. Да? И здесь у нас заканчивается пятерка. Здесь расширенная какая-то у нас тоже плоская коррекция. И вот, пожалуйста, еще одна пятерка здесь. Ну, то есть можно легко посчитать. Хотя, опять же, это все очень субъективно. Тем не менее, в первую очередь нам нужны отношения. Самое интересное, что хочется показать, да, это отношение волн друг к другу. То есть, если мы померяем первую потенциальную волну из этого счета, да, данной конечной диагонали к этой, то мы увидим... здесь у нас, извините, начало было не здесь, а вот здесь. А тут у нас был треугольник. Напоминаю, здесь была сложная структура коррекционная. Мы с вами ее разбирали еще в прошлом году. Очень, очень часто, очень много. Вот здесь у нас она закончилась, сложная комбинация закончилась треугольником. Вот такие вот флеты часто заканчиваются треугольниками, после которого выход идет уже продолжение тренда. Значит, вот у нас конец, получается, данного треугольника был в этом участке, да, и волна Е... Не, вот он конец был, да, вот здесь. И здесь у нас чуть-чуть больше, получается, отношение было, чем 0,618. Хотя, с другой стороны, вот 0,618 уже сейчас было протестировано, да, то есть исторический максимум. Вот по-разному можно на это все смотреть, вот с разных точек зрения. Но можно и отсюда было бы, конечно, начать. Тут тоже я так смотрел, да, если вот этот участок взять к этому как 0,618, то с другой стороны, тогда, если брать это как заклин и взять именно с той же точки этот участок и отмерить его и померить уже от последнее движение, то здесь тоже 0,618 отношения. То есть прямо один в один, тютелька в тютельку, процентик в процентик. Конечно, ребята, я еще раз хочу отметить, что это все очень субъективно, как вы понимаете, можно как угодно тут строить и так далее, но не всегда встречаются такие отношения. Это еще раз как бы в пользу того, что нужно быть очень осторожным в этом участке. Осторожным в плане чего? Если вы прямо сейчас вдруг по каким-то обстоятельствам думаете, что вам нужно купить биткоин прямо сейчас, то, наверное, это не самая лучшая идея. В особенности, если вы хотите продать свои альты и за проданные деньги купить битка. Во-первых, альты очень перепроданы, мы с вами уже это много раз разбирали. Да, у них есть шанс сходить намного ниже, тем не менее, может быть, имеет смысл, если уж вы решили продавать альты, может быть, имеет смысл просто пока подержать тогда их USDT. То есть я понимаю, что у многих сейчас паника с альтами и так далее, люди устали. Вот, хотя я считаю, что сейчас время только набирать альты, да, а не продавать их. Это вообще неразумно, на мой взгляд, да, то есть их надо потихоньку накапливать, но тем не менее, да, у людей разная ситуация может быть в жизни. Вот, и кто-то наверняка, ну, то есть мы же видим, что биткоин-доминация это растет, мы же видим, как биткоин стоит на месте, а альты падают. Это же значит, что люди что? Продают альты, покупают биток. Так-то нового притока ритейла нет. Только вот институционалы могут там сейчас инвестировать, только у них сейчас деньги есть. Только они там что-то сейчас покупают. Ну, и за счет них в основном рост. Ну, и сейчас, судя по всему, даже институционалы не особо-то стремятся покупать, потому что распределение потихонечку идет. Так вот, идея какая? Если все-таки мы будем идти дальше, покорять цели там 115, 120, 130, там куча сопротивлений, куча отношений, куча косых сопротивлений, по крайней мере, в самом начале. То есть вот почему сейчас люди неохотно берут, потому что здесь очевидно огромное количество сопротивлений. В первую очередь, то есть и здесь у нас образовано вот этими вот вершинками и этими вершинками, да, то есть уже рядышком, то есть здесь в районе 120 тысяч долларов. То есть люди же все это видят. То есть и вот здесь, да, вот этими двумя вершинами самими по себе, да, вот тремя даже вершинами, тоже еще ближе там в район 113-115 тысяч долларов. Здесь местные отношения по FIBE, плюс законченная пятерка в этой области, да, с растянутой пятой волной, потому что здесь у нас треугольничек, то есть можем вот отмерить. И вот оно. С коэффициентом 2 пятерка образовалась у нас тоже. Не такой уж типичный случай. Ну, тут, правда, еще один был треугольник, кстати. Тут можно по-разному. Можно давайте еще так померяем. Тут вот даже вот так вот было, да?
Ну, вот, кстати, не выполнен. Ну, тут все равно смотрит на 117 и на 127. То есть очень много целей как бы показывает, что это рынок перепродан. Прям очень быстро произошел этот рост, ему нужна ну, чуть более серьезная коррекция, чем вот это. Да, то есть то, что вот сейчас происходит этот рост, причем очень быстрый на хаях рынка, это ну, многих инвесторов отпугивает, и никто особо, как видим, уже ну, и продавать как бы боится, да, и покупать особо некому, и поэтому стоим, да, то есть нужны какие-то прямо серьезные фундаментальные движения в плане, там, ну, уже реальные сподвижки принятия биткоин-резервов и так далее, да, чтобы это все, ну, или что-то подобное, какой-то масштаб события должен произойти, чтобы толкнуть это все выше. Потому что, как видите, локально здесь очень много сопротивлений, поэтому, может быть, имеет реально смысл, да, подождать все-таки. Про закрепление недельным закрытием выше там 112-113 тысяч долларов. Ну, может быть, там и до 150 долетим. Ну, хотя в такие моменты, ну, лучше уже не соваться вообще сюда. Ну, лучше уже сидеть себе спокойненько, если там уже хорошенько защитил свои позиции. То есть сейчас время защищать, да, то есть можно стоп подтянуть по своим позициям под 97 тысяч и спокойненько себе сидеть. Потому что сейчас очень важно, куда это все вырвется. То есть и даже если не мудрить какими-то волнами Эллиота, какими-то индикаторами, осцилляторами, просто вот все нахрен удалить отсюда, вот все даже скользящие средние удалить, вот просто взять старые добрые уровни, да, сопротивления и поддержки. То есть выделим этот диапазон, его крайние точки. Все, вот куда мы выйдем, где мы закрепимся, вот туда и надо торговать. Вот и все. Стоп нужно ставить с противоположной стороны диапазона. Проще не бывает. То есть сейчас мы уже сколько, считай, тремся с мая месяца, вот, с 21 мая тремся, да какой, уже даже еще раньше, даже вот отсюда, считай, с 8 мая, с моего дня рождения, у меня день рождения 8 мая, вот как раз здесь прорвались на мой день рождения, и вот с этого момента мы уже несколько месяцев тремся в этом диапазоне, и наверняка выход будет грандиозный, куда бы он ни состоялся. Да, то есть дальнейшее движение с большей долей вероятности в направлении выхода будет продолжено. Поэтому имеет смысл реально действовать уже по выходу. Единственное, да, что от каких-то крайних точек диапазона есть возможность, то есть человеческая возможность, стратегическая возможность, если есть какие-то дополнительные сигналы, открывать сделки от крайнего диапазона, потому что крайней границы диапазона, потому что и понятное дело, куда можно поставить стоп-приказ, и риск невелик при больших относительно шансах. То есть в моем случае это шорт на биток прямо сейчас со стопом. Я чуть-чуть, кстати, его подвинул, немножко выше 113 поставил. То есть он у меня стоял там на 112,5, сейчас чуть-чуть выше 113, потому что там какие-то отношения пострел, что-то там вот мне не понравилось, я чуть его чуть-чуть повыше поставил. Но по логике вещей здесь мы не должны уже подниматься выше вот этой вершины, поэтому, может быть, и зря я даже подвинул стоп, да, увеличил. Ну, в общем, за 112, я думаю, было бы достаточно поставить. На всякий случай. Лонговать эту историю, ну, не знаю. Шортить прям на всю, вот прям... У меня это хедж-шорт, да, в первую очередь. Нужно понимать, я хеджирую свои длинные позиции по альтам, потому что я уверен, что доминация битка очень перегрета, и, по сути, это ставка на снижение доминации сейчас. Вот, если посыпется биток, ну, даже если биткоин доминации вырастет, то все равно я компенсирую часть убытков по тем альтам, которые у меня уже куплены. Вот. Можно усиливать шорт, да, уже конкретный трейд, уже при пробое вот это 98 тысяч долларов, уже с закреплением даже дневным каким-то закрытием. Может быть, там будет откат какой-нибудь, можно будет усиливать именно трейдовые такие шортовые позиции, уже открывать. Сейчас пока что, ну, надо ждать. Если хочется прямо сейчас, думаете, повторить за мной, хотя это не финансовый совет, это не финансовая рекомендация, но если бы я, допустим, думал бы сейчас, где бы мне открывать позицию, сейчас-то немножко пораньше, уже больше данных есть, ну, неплохой точкой входа можно было бы поставить стоп-вход ордер, то есть условный в шорт на пробой чуть ниже, да, 105 тысяч, там можно ATR какой-нибудь врубить на 0,5 коэффициент, да, и это у нас получается 103 800. Да, 103 800, 84. Поставить условный ордер на шорт со стопом вот выше этой вершины или выше вот этого максимума.
Целится, ну, на 78, на 74 тысячи, да, то есть, скорее всего, туда, или даже еще намного ниже. То есть, может быть, там еще есть и 60 уровень, и 50. То есть мы с вами разбирали в одном из видео, очень важным уровнем еще является 86 тысяч долларов. То есть если будет пробиваться 86 тысяч долларов, то там, скорее всего, что очень глубоко полетим вниз. Ну, во всяком случае, картина выглядит сейчас однозначно не в пользу быков, да. То есть вот именно в этот момент э, такой, знаете, неопределенности мы видим слабость этого тренда. То есть в какой-то момент мы были сильно перепроданы, да, и тут было очевидно, что здесь будет отскок. Я еще в этом месте вам говорил много раз. У меня там многие, кто ругали, говорили: о, что ты медведь. Здесь мы долго стояли в этом диапазоне. Я много говорил вам, ребята, будет коррекция. И она все-таки произошла. И тут я говорил, что, скорее всего, будет откол. Еще тут даже говорил, что мы будем спускаться так глубоко, и потом еще будем идти на небольшой закол исторического максимума. Это происходит сейчас. Очень напрягает чрезвычайно бычье настроение в комьюнити. Прямо все быки кругом, все прям говорят биток, биток, биток. Прям глаза квадратные, а внутри глаз в них отражается логотип биткоина. Ну, это меня, конечно, немножечко пугает. Ну и медвежьи дивергенции, конечно, которые много раз с вами обсуждали. Поэтому, на мой взгляд, а, альтернативой коротким позициям является просто USDT. Да, то есть, просто в кэше посидеть. Хотя это не финансовый совет, вы там сами решаете, что вам нужно делать. Хотя если вы тут пришли на мой канал, наверное, вам интересно мое мнение. А если интересно, то ставьте лайк, подписка, если не подписаны, колокол нажать надо, чтобы новые видосы не пропускать, следить за событиями. Как только будем прорываться в какую-то сторону, можете быть уверены, сразу же я выйду и уже будем смотреть по обстоятельствам, оценивать ту ситуацию, которая будет, и думать, что там нужно делать дальше. Пока мы не преодолели вот максимум 118-120 тысяч долларов, 112 тысяч долларов, извините, вот до тех пор я все-таки склоняюсь к тому, что он, скорее всего, не будет преодолен. Сейчас есть высокая на то вероятность. Такие дела. Жирного всем профита. Увидимся в следующих видео. Пока.